Летят погоны. В Украине масштабный скандал. Россия ударила по морпехам ВМС ВСУ. Опубликованы данные. Отправка белорусских войск в Украину. Минск готов ответить Киеву и Москве. Громкое заявление из Беларуси. Языковой скандал в Литве. Водитель троллейбуса из Беларуси остался без работы из-за требования говорить с ним на русском. Дело дошло до мэра столицы. Казахстан и Узбекистан могут стать посредниками между США и Кремлем. Встреча Трампа с Токаевым и Мирзиёевым накануне переговоров Астаны и Москвы. Слово Санду и Зеленскому. В Брюсселе стартует саммит по расширению ЕС. Будапешт идет против Киева. Перехват российских самолетов истребителями НАТО, скандальное заявление священника, который сравнил россиян с животными, а также тяжелая ситуация в Покровске. Кто теряет позиции? Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Языковой скандал. В Вильнюсе из-за незнания литовского уволили белоруса Андрея Паука, который работал водителем троллейбуса. Скандал возник из-за недопонимания, когда Паук разговаривал с диспетчером троллейбусного парка. По словам мужчины, ранее все рабочие моменты обсуждались с диспетчером на русском, а тут она внезапно перешла на литовский. Белорус опешил и подумал, что это делается ему назло. Снял видео с диспетчером и выложил его в сеть. Как пишут литовские СМИ, потом выяснилось, в ответе диспетчера дискриминации не было. Белорус ролик удалил и извинился, а позже заявил, далее цитата: «Я виноват, что не говорю по-литовски, но диспетчер должна помогать водителям, ведь там почти все говорят по-русски. Ее задача не учить меня литовскому языку, а помогать мне как водителю». Конец цитаты. На скандал отреагировал мэр Вильнюса. Он раскритиковал поведение водителя из Беларуси, но при этом подчеркнул, страна должна искать способы помочь мигрантам выучить литовский язык и интегрироваться в общество. Мы не потерпим неуважения к нашему государственному языку и людям. Поведение водителя компании общественного транспорта Вильнюса, который настойчиво отказался говорить с диспетчером на литовском языке и разместил запись разговора в социальных сетях, для меня неприемлемо. Такой поступок не решает проблему. Поэтому государство, бизнес и муниципалитеты должны искать совместные решения, чтобы создать четкую систему интеграции иммигрантов. Орбан обвинил Украину в нападении. Премьер-министр Венгрии считает, что украинцы, а также венгерская оппозиция причастны к утечке данных 200 тысяч граждан Венгрии. Будапешт требует незамедлительного расследования. Скандал разразился после того, как лидер оппозиционной партии ТИСА Петер Мадьяр рассказал, что мобильное приложение партии ТИСА Мир, которым пользуются сотни тысяч венгров, взломали российские хакеры. В то же время Орбан считает, что оппозиция разработала эту программу вместе с украинскими специалистами, а поэтому в утечке данных есть украинский след. На данный момент мы достоверно знаем, что эти данные были собраны партией ТИСА. Я созвал членов правительства, ответственных за вопросы кибербезопасности. На основе анализа базы данных мы установили, что в обработке данных участвовали украинские граждане. Мы также установили, что попадание персональных данных в украинские руки представляет собой серьезный риск для национальной безопасности. Мадьяр уже ответил Орбану и заявил, что украинцы не причастны к сливу данных. Оппозиционер говорит, что это абсурдная версия премьера. Украинцы сначала разрабатывают приложение, чтобы потом его взломать, намекая на отсутствие логики. Тысячи беспилотников у границ России. НАТО внедрит БПЛА в войска, развернутые у границ России к середине следующего года. Об этом в комментарии изданию Юрактив заявил европейский представитель командования НАТО Константин Адриан Чолпоня. Альтернативы интеграции дронов не существует, подчеркнул генерал. Чтобы поставка дронов на вооружение восточного фланга Альянса прошла успешно, уже в начале 2026 года страны НАТО начнут проводить активные испытания БПЛА и систем по борьбе с ними. НАТО также поставила перед собой задачу сделать беспилотники системной компонентой сети ПВО Альянса, говорит Чолпоня. В первую очередь в рамках операции «Восточный часовой», главной задачей которой является борьба с беспилотными аппаратами в воздушном пространстве блока. Без дронового подкрепления силы НАТО ждет коктейль смертельных атак беспилотников, резюмировал генерал. Летят погоны. В Украине заявляют об отстранении должностных лиц от занимаемых должностей после российского удара по построению ВСУ, которое произошло в минувшие выходные. Госбюро расследований сообщает, что сейчас одна из главных задач – понять, как те, кто собрал военных в одном месте, соблюдали требования безопасности. Послушайте. В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и была ли надлежащим образом организовано укрытие военных.
Досудебное расследование осуществляется по части 4. Статьи 425 Уголовного кодекса Украины «Небрежное отношение к военной службе», совершенное в условиях военного положения. Одним из погибших военных после российского удара стал брат журналиста канала 1+1 и программы ТСН. Корреспондент решил не молчать, говорит, что в одном месте собрали лучших военных, пилотов и пехотинцев. Его убили россияне, но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности или нехалатности повторилась. Накануне вечером стало известно, удар был по морпехам Украины. 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ заявил, что атака была совершена по Самарскому району Днепропетровской области. При этом там отрицают, что военные были собраны на плацу. Погибли и мирные жители. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца. К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские, так и военнослужащие нашей бригады. Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших. На данный момент в воинской части правоохранители проводят следственные действия с целью выяснения. Накануне на фоне таких данных о потерях в украинских медиа вышла и статья известного военного, который заявил, что для командиров ВСУ прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей. Валерий Маркус обрушился с критикой. Он говорит, что солдат в украинской армии самый незащищенный и бесправный, несет все риски без инструментов защиты. Он считает, что Украине необходима реформа сержантского корпуса и создание механизма, который реально защищает солдата и удерживает систему от абсурда. Для командиров прописана ответственность за потерю техники, но не за потерю людей. Государство заботит самовольное оставление части, но вместо имплементации вооруженной силы инструмента, который представлял бы интересы рядовых и страховал от очередного Жукова, мы усиливаем наказание для солдат. У людей фиксируется осознание, что самовольное оставление части заботит государство больше, чем потери среди личного состава. Зеленский заявляет, что Россия готова к реваншу и накапливает войска на Добропольском направлении в Донецкой области. При этом на Банковой уверяют, россияне не имеют никаких продвижений и побед в Покровске. Зеленский говорит, что в Покровске находится всего до 300 россиян, а в Купянске всего 60 военных РФ. По Покровску. В последние дни враг успеха не имел. Где-то 30% всех боев на фронте проходят в Покровске. И около 50% использования кабов приходится на Покровск. Так что вы понимаете, как тяжело нашим ребятам. В Покровске мы вам говорили о паре сотен человек. Наша оценка. В городе находится от 260 до 300 россиян. 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ также заявляют, что сейчас идет стабилизация ситуации в Покровске. Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское. Российская сторона в ответ публикует свои данные. В Минобороны страны уверяют, что в Покровске ВСУ несут потери при попытке выхода из окружения, о котором говорил Путин. В Киеве же настаивают, что окружения нет. Z-канал, рассказывающий о ситуации на фронте, также упоминает в своих отчетах Покровск и Родинское, о котором писали украинские ДШВ, и уточняет, ВСУ пошли в атаку. И пока командование ВСУ и украинские телеграм-каналы бодро отчитывались о начале операции по зачистке и деблокированию Родинского, в застройке шла зачистка силами штурмовых рот ВС РФ. Первые передовые отряды украинской пехоты были отрезаны от трассы и уничтожены, остальных запустили в мешок. В целом же каждая из сторон настаивает на своем. Украина говорит об отсутствии успехов России, Россия заявляет об отсутствии успехов Украины. За ситуацией пристально следят военные аналитики из многих стран мира. В США считают, что если РФ возьмет Покровск под свой контроль, это станет важной информационной победой и оперативным успехом. Я думаю, очень сложно прогнозировать что-либо больше, чем на 3 месяца вперед в этой войне. Я не буду делать никаких твердых прогнозов сейчас. Я не думаю, что Славянск, Краматорск под угрозой в этом году. Думаю, это будет фокусом на следующий год. Но если Россия сможет захватить Покровск, то возникает вопрос, куда они перенаправят свой фокус. Потому что сейчас они делают Покровск своим фокусом. Как расширять Европейский Союз уже 4 ноября будут обсуждать в Брюсселе. Там состоится саммит по расширению, где лидеры стран-членов и кандидатов обсудят будущее европейской интеграции. Украина и Молдова в центре внимания. Зеленский и Санду представят видение своих стран. Саммит предоставит беспрецедентную площадку,
на которой лидеры стран-кандидатов смогут лично высказать свое видение пути к членству. От решимости Украины и Молдовы, продолжающих курс на интеграцию несмотря на войну, до ожиданий стран Западных Балкан, десятилетиями стремящихся к вступлению. Каждый лидер представит свое понимание того, как в его стране воспринимается процесс расширения и чего ожидать впереди. По-прежнему против вступления Украины в ЕС Венгрия. Накануне этого события в Будапеште заявляли, если Киев вступит в Европейский Союз, то Европа окажется втянута в войну, а карманы европейских налогоплательщиков будут опустошены. Авторы таких заявлений Петер Сиярто и Виктор Орбан, которые все так же находятся в конфронтации с Киевом. Орбан, напомню, предлагает партнерство с Украиной, но не членство. Зеленский ранее заявлял, что премьер Венгрии останется единственным, кто тормозит процесс вступления, который является необратимым. Это была цитата. Беларусь готова отправить свои войска в Украину. Речь о миротворческом контингенте. Громкое заявление прозвучало в эфире телеканала СТВ. В белорусских вооруженных силах заявили, что отреагируют на запрос России и Украины разместить своих миротворцев в соседней стране, если это будет необходимо. Заявление сделал начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования ССО ВС РБ Алексей Скобей. Будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. То, что мы готовы оказать им помощь, опять же, по просьбе двух сторон, мы всегда готовы. Та или иная сторона должна обратиться, если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, в данную организацию и заявить, что им необходимо размещение миротворческого контингента на своей территории. Соответственно, будет определяться, какие это будут страны. Все должно быть по обоюдному согласию. После этого, соответственно, главой государства будет принято решение о направлении. А Узбекистан и Казахстан могут стать посредниками между Белым домом и Кремлем в переговорах о мире. Так считает президент Финляндии Стуб. Уже на этой неделе Токаев и Мирзиёев встретятся с Трампом, а после Токаев проведет встречу с Путиным в Москве. Страны Центральной Азии потенциально могли бы выступать в роли посредников между Белым домом и Кремлем, сказал Стуб. По словам Стуба, позиция Финляндии по войне в Украине остается неизменной. Необходимо усилить военное и экономическое давление на Россию, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Возможность для этого, по словам Стуба, может появиться позже в этом месяце в ЮАР. Истребители НАТО трижды за короткий срок поднимались по тревоге для перехвата российских самолетов над Балтикой. Об этом заявляют в Минобороны Литвы. В частности, 27 октября натовские самолеты вылетели для идентификации российского разведывательного Ила-20, который летел в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининградскую область. В литовском Минобороны уточнили, Ил выполнял полет без включенного радиолокационного ответчика, без полетного плана, однако поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением. 29 октября истребители НАТО поднимались, чтобы идентифицировать самолет-заправщик Ил-78, который держал курс из Калининградской области на материковую Россию, а на следующий день, 30 октября, воздушные патрули Альянса экстренно поднялись в небо из-за российского транспортного самолета Ил-76, и он также направлялся из Калининградской области вглубь России. Узбекистан откроет границы для американцев. С 1 января 2026 года граждане США смогут посетить это государство Центральной Азии без виз по обычному загранпаспорту. Соответствующий указ подписал президент страны Мирзиёев. Безвизовый режим действует до 30 дней с момента пересечения границы. Таким образом, власти хотят кардинально увеличить туристический поток в страну. И напомню, что Узбекистан ввел безвиз для американцев еще с 2021 года. Однако он был частичный, без виз в страну пускали только граждан США старше 55 лет. Священник РПЦ сравнил россиян с ослами. Во время проповеди иерей Андрей Струцкий раскритиковал соотечественников, для которых еда, развлечения и отдых и вообще все материальное важнее духовных вещей. Такой образ жизни, по словам Струцкого, может быть только у ослов, стремящихся набить свои желудки. Речь священника РПЦ снял кто-то из присутствующих в церкви, оно быстро разлетелось по соцсетям. Если осла будет кормить всем, чем он захочет, осел никуда ничего возить не будет. Никого абсолютно. Получается, вот сейчас вот время такое, понимаете, когда кормят этих ослов своих, эти ослы ничего не хотят делать. Они никаких заповедей не нужны, потому что все это идет против желудка осла. Напомню, ранее этот же священник выступил с неоднозначными высказываниями о роли женщины в обществе, заявив, что женщина – это помощник человека, и без мужа она существовать не может.
И напоследок о преступлении века во Франции. И речь не о Лувре. Кота по кличке Реми признали виновным в преступлении, а его хозяйку оштрафовали почти на 1200 евро, сообщает Daily Mail. Обвинителями стали соседи женщины. Они пожаловались на рыжего кота в полицию после того, как животное пробралось в их дом и исправило нужду на одеяло. В суде как доказательство представили помеченный котом плед и отпечатки лап животного на месте преступления. Владелица Реми очень расстроена, говорит, из-за кота ее штрафуют не впервые. Усатый довольно часто пробирается через забор в соседский сад. Однако, по словам женщины, она не может постоянно держать домашнего питомца на замке, ведь он хочет гулять. Впрочем, другие соседи, а также французское общество по защите животных встали на защиту Реми. Они заявляют, домашние кошки имеют естественную потребность исследовать территорию. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.